Привет, дорогие зрители и подписчики канала. Поскольку это мое первое видео на ютубе, хотел бы рассказать вкратце про свой канал. Так как я авто и мотолюбитель, то и канал связан с авто и мототематикой. Тут я буду делиться с вами как информацией про людей, которые оставили величайший след в истории авто и мотостроения, компаний, так и отдельных творений инженерной мысли. Сегодня я хотел бы рассказать вам о развитии электромобилей и про то, как один человек практически убил на определенное время развитие технологий в этой отрасли. Про мертворожденный серийный электромобиль от одного из крупнейших автопроизводителей. Данный материал будет поделен на 3 части, и это одна из 3. Попрошу вас о блогерской чепухе, а именно подписаться и поставить лайк под видео, поскольку это помогает развитию канала, с чего я понимаю, что данный контент вам интересен, и буду выпускать видео чаще. История создания электромобилей насчитывает уже более сотни лет. Многие не знают, но именно на электрический привод уповали первые создатели самоходных транспортных средств. Ведь электромотор был изобретен гораздо раньше двигателя внутреннего сгорания. К тому же, несмотря на довольно равнодушное отношение к окружающей среде, 100 с лишним лет назад, уже тогда четко осознавали, что электричество гораздо более чистая энергия и во многом более продуктивная, чем органическое топливо. Первые попытки создания автомобиля начинались еще в середине 30-х годов 19 века. Причем все задумывалось как довольно крупный проект с большими перспективами. А начнем с этого человека. Знакомьтесь, немецкий русский физик, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук Борис Семенович Морец Герман фон Якоби, или просто Якоби. В данной истории он интересен тем, что изобрел первый вращающийся электродвигатель, и было это еще аж в 1834 году. Можно сказать, что он первый, кто изобрел первый в мире электродвигатель, поскольку мощность двигателя составляла около 15 Вт, и до этого изобретения существовали только более примитивные устройства. А уже через несколько лет, в 1839 году, используя электродвигатель, питающийся от 69 гальванических элементов граве и развивающий одну лошадиную силу, Якоби построил лодку, способную двигаться с 14 пассажирами по реке против течения. Это было первое практическое применение электродвигателя, но это совсем другая история. Сегодня принято считать, что серьезный толчок развитию электромобилей дал Илон Маск и Тесла, однако так считать не совсем справедливо по отношению к другим изобретателям, которые жили намного раньше, и нельзя не упомянуть о достижениях изобретателей позапрошлого и прошлого столетия, которые внесли существенный вклад в, казалось бы, безальтернативно доминирующее положение автомобилей с ДВС. Именно с этой целью я решил воссоздать хронологическую линию того, как эволюционировали электромобили, постаравшись указать в таймлайне самое весомое изобретение в отрасли, также дать некоторую оценку, почему глобальная электрификация автомобилей была отложена почти на сотню лет. Все началось в 1832 году в Абердине. Именно там шотландский изобретатель Роберт Андерсон создает прототип электромобиля, который был воплощен в жизнь в формате небольшой повозки с электрическим двигателем. Даже несмотря на не совсем обычный кузов, данное изобретение вполне может считаться полноценным электромобилем. Интересно то, что автомобиль стал жертвой лутидов, а именно протестующих железнодорожников, которые посчитали автомобиль угрозой их рабочим местам. В 1881 году на Парижской выставке электричества был представлен трехколесный электромобиль изобретателя Густава Траве. Была проведена полноценная презентация, на которой продемонстрировали возможности автомобиля, который мог разгоняться до 12 км в час и проезжать дистанцию в 26 км. Это был действительно фурор, поскольку люди впервые увидели компактное средство передвижения, до которое при этом не производило никакого шума. Именно из-за этого данный экспонат стал жемчужиной выставки и оказался в центре внимания большой толпы посетителей. А уже через 3 года английский изобретатель Томас Паркер создает электромобиль с перезаряжаемыми батареями собственного производства. Это тот самый человек, изобретение идеи которого удивили власти, вследствие чего они доручили ему электрифицировать лондонское метро. Это помогло избавить пассажиров от дыма и гари спустя несколько лет после изобретения электрокара. Идея создания электромобилей перекочевывает через океан и оседает в головах американских изобретателей, первым из которых становится эмигрировавший шотландец из Айовы Уильям Моррисон, который создает 6-местный вагон с электроприводом, способный проезжать 23 км и адаптированный к использованию на обычных дорогах. Модель была продемонстрирована на получившей широкую огласку Всемирной выставке в Чикаго, прошедшей в 1893 году. Уже через 2 года, в 1895 году, в Америке был проведен первый автомобильный пробег, победителем которого стал именно электромобиль. А в следующем 1896 году в Америке появился первый автодилер, который продавал исключительно электромобили. Уже в 1899 году электромобиль Жамаис Контента, бельгийского пилота и конструктора Камиля Женатци, установил рекорд скорости в 100 км в час. Электромобиль-рекордсмен интересен своей технологией, которая включала 2 электрических мотора, обеспечивающих мощность в 68 лошадиных сил,
а также тормозной системой, которая останавливала автомобиль за счет смены полюсов подключения к источнику энергии, что было очень необычно и невероятно с инженерной точки зрения. В этом же году создается компания Electric Vehicle Company, промышленное объединение 7 крупнейших американских производителей электромобилей, с целью монополизировать, тогда это еще разрешалось, рынок США. Появление этой компании — наглядная демонстрация того, что на конец 20 века электромобили были одними из самых приоритетных персональных транспортных средств, что наглядно демонстрирует и статистика, указывающая, что по состоянию на 1900 год 38% автомобилей в США используют электричество, 40% ездит на паровом двигателе, 22% используют бензин. Далее небезызвестный Фердинанд Порше в 1900 году в свои 23 года строит свой первый электромобиль, который был представлен на парижском автосалоне в этом же году. Далее Фердинанд Порше добавил в середину шасси автомобиля два бензиновых двигателя внутреннего сгорания, которые служили приводом для двух электрогенераторов. Выработанный динамо-машинами электрический ток сначала подавался в двигатели в колесах, от которых избыточная мощность поступала в аккумуляторные батареи. Кроме того, особый побочный эффект состоял в том, что генераторы при перемене полярности можно было использовать в качестве электрических стартеров для бензиновых двигателей. В таком виде прототип был готов к запуску в серийное производство, и уже в 1901 году на автошоу в Париже повторил шумный успех. Данный гибрид стал первым гибридом в мире под названием Loner, который к тому же стал еще первым переднеприводным автомобилем и имел гидроусилитель руля. Следующий, кто внес большой вклад в развитие электромобилей и технологий, а именно аккумуляторных батарей, это Томас Эдисон. В 1901 году он оформляет патент железоникелевой батареи, которая впоследствии станет основой для его будущего электромобиля, а также основным источником энергии для электромобилей других производителей. Электромобилем Уолтера Бейкера под названием железнодорожная торпеда установлен первый официально зарегистрированный рекорд скорости в 1902 году в 167 км в час, который продержался целых 64 года. Человек, который был одержимым скоростью, ему мощности максимальной скорости предыдущего электроболида было мало, поэтому спустя некоторое время он строит еще более мощный электромобиль. Но случилось непоправимое. Во время своего рекордного заезда он врезается в толпу зрителей, убивая двух из них, и после чего он принимает решение никогда больше не садиться за руль. В 1905 году состоялся выпуск первого электромобиля Фричли фирмы The Fritchley Automobile and Battery Co. Интересного тем, что заявленный запас хода электрокара составлял около 160 км, солидную дальность даже для некоторых современных моделей. Интриговала и реклама автомобилей, в которой говорилось, что электромобиль компании — это не только городской автомобиль, но и отличное средство передвижения на большие расстояния. В 1906 году чикагская компания Woods Motor выпускает электрический автомобиль Woods Queen Victoria Electric. Компания Woods Motor Vehicle была образована в Чикаго в 1899 году. Сторонниками компании являлась группа богатых инвесторов, в которую входили несколько высокопоставленных руководителей Standard Oil, а также ряд влиятельных бизнесменов из Торонто, Канада. В этом предприятии также приняли участие видный житель Нью-Йорка Август Бельмонт и Сэмюэль Инсул из Чикаго. Оба были весомыми спонсорами. Бельмонт построил ипподром в Бельмонт-парке, а Инсул был личным секретарем Томаса Эдисона и соучредителем Edison General Electric, которая теперь называется General Electric, что нарицательное слово, если такая вообще была. В результате компания Woods Motor Vehicle начала свою деятельность с уставным капиталом не менее 10 миллионов долларов США, что должно было обеспечить быстрый рост компании. Затем инвесторы приобрели патенты Клинтона Эдгара Вудса, изобретателя, который создал свои первые конструкции электромобилей в 1897 году. Целью было бросить вызов компании по производству электромобилей на восточном побережье, но наладить производство было непростой работой. Клинтон Вудс был нанят в качестве суперинтендента новой компании, но у него не было большого коммерческого таланта, и уволили его в 1901 году. Он вернулся к разработке и производству своих собственных разработок и вскоре после этого перешел в управление. В итоге он стал продавцом автомобилей. В 1902 году компания Woods была реорганизована, и на 25-й улице в Чикаго был построен новый завод. С тех пор компания Woods Motor Vehicle Company производила около 500 автомобилей в год, в том числе популярный автомобиль Тонью с задним приводом, который напоминал бензиновый автомобиль. Продукт был качественным и дорогим для того времени, а цены колебались в пределах $3000 в США. В 1916 году Woods представили линейку бензиновых и ранних газоэлектрических гибридных автомобилей, которые назывались Dual Power. Патент США номер 124-4045, но было слишком поздно. Woods прекратил свою деятельность в 1918 году, уступив долю рынка компаниям, которые сосредоточились исключительно на бензиновых
дорогих автомобилях, которые стали слишком мощными и долговечными для того, чтобы сложные газоэлектрические гибриды могли конкурировать. Автомобиль, о котором идет речь, крайне редкий и уцелевший. Считается, что это единственная существующая модель 214A марки Woods Electric Style 214A Queen Victoria Betude. Кабина съемная для путешествий на открытом воздухе и в закрытом состоянии с комфортом вмещает двух пассажиров. Колесная база составляет всего 1854 мм. Заявленный вес чуть больше 1 тонны, а максимальная бесшумная скорость находится в районе 40 км в час. Автомобиль был оснащен современным механизмом зарядки и легкими аккумуляторами, которые обеспечивают полезный запас хода. В 1907 году произошло основание легендарной компании Detroit Electric, которая первой в мире наладила массовый выпуск электромобилей, пользовавшийся невероятным успехом у женщин. Автомобили компании для своей жены покупал даже главный автопромышленник эпохи Генри Форд, и это несмотря на выпуск своего главного детища Ford Model T, который, если выражаться образно, похоронил или как минимум отсрочил на долгие годы развитие электромобильной отрасли. Электромобили данной компании выпускались и обслуживались с 1907 по 1939 год. 1913 год. Этот год можно считать исторической, но не самой позитивной вехой в истории развития электромобилей. В этом году Генри Форд запускает свою новую сборочную линию для массового производства своего Ford Model T. Это приводит к тому, что бензиновые автомобили становятся в 2, а то и в 3 раза доступнее электромобилей, производителям которых в свою очередь нечего предложить в ответ на успех Форда. К тому же бензиновые автомобили предлагали фактически неограниченный пробег, в то время как самый большой запас хода электромобиля был 65 км, а максимальная скорость составляла всего 32 км в час. Также большая популярность электромобилей среди женщин привела к некой предвзятости к ним со стороны мужчин, которые привыкли доминировать в ту эпоху. Таким образом, отрасль на протяжении последующих 50 лет пребывает в упадке. А в конце видео хотел бы поблагодарить за интерес к моему повествованию. Вторая часть уже на подходе. Буду рад новой встрече.